Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим об очень интересной и важной теме – плоскостопие. Это беспокоит очень многих, довольно распространенная проблема. И я бы сказал, что не видел еще никого, кто бы мог решать эту проблему. То есть, да, случайным образом это получается. Однако я сам очень часто сталкивался с этой проблемой, в смысле у пациентов, пока не научился это выправлять и пока не понял механизмов. И скажу, что это было довольно-таки непросто, да, понять вот эти причины, но это стало работать, стало давать свои результаты. И на сегодняшний день я могу сказать, что большинство случаев плоскостопия мне понятны, и, соответственно, они решаются. Да, может быть, не так быстро, тем не менее. Итак, первый шаг – это всегда надо понимать причины. Если вы понимаете причины, то вы понимаете, как это решить. Если вы не понимаете причин, то вы не решите этих проблем. Вот, и давайте мы поговорим об этом. Вот, на сегодняшний день, да, я как бы различаю два вида плоскостопия. Ну, наверное, я не одинок в этом. Это и традиционная медицина также считает. Тем не менее, я расскажу об этом, и для того, чтобы была понятна моя логика. Я вижу два вида плоскостопия. Это поперечное плоскостопие и продольное плоскостопие. И третий вид – это сочетание. Давайте я расскажу сначала, что это такое. Значит, условно, если это ступня, да, то поперечное плоскостопие, ну вот, допустим, это свод, да, ступни. Не знаю, понятно ли, нарисовал. Вот. Ну вот это большой палец как будто бы. Вот именно опускание, которое происходит благодаря наклону, боковому наклону ступни. Давайте я нарисую это. То есть ступня вот так становится. То есть происходит вот такой вот боковой наклон. Наверное, лучше это показать ладонью. То есть когда ступня вот так наклоняется, вот боковой наклон. Вот это и есть поперечное плоскостопие. И причина поперечного плоскостопия именно вот этот боковой наклон. Тогда вот этот свод становится ближе к земле, то есть ниже. Это первый вариант. То есть это поперечное плоскостопие. Также есть другой вариант. Это продольное плоскостопие. То есть что такое продольное плоскостопие? Это когда нету вот этого бокового наклона, а вот эта точка, она опускается вниз. И получается что-то вот в этом роде, да? Точнее, это будет вот так выглядеть. Вот так. То есть свод, давайте я другим цветом, что ли, обозначу. Вот давайте другим цветом. То есть именно продольный свод, он опускается вниз. То есть на ладони это выглядит вот так. То есть бокового наклона нету, а есть вот такое продольное опускание. Вот. Ну и третий тип, это когда самое такое сильное плоскостопие, когда два этих типа сочетаются. Потому что они могут существовать отдельно. Может быть только продольное, только поперечное. И может быть совместное плоскостопие. Бабочка прилетела. Давайте теперь разберем, значит, как решить. И я, наверное, сделаю традиционно уже объяснение. Я дам простое объяснение для тех, кто не смотрит курс, и подробное для тех, кто смотрит весь видеокурс, кто является профессионалом, да? Итак, что же делать при поперечном плоскостопии? При поперечном плоскостопии нужно вытягивать пояснично-подвздошную мышцу. Если у вас есть поперечное плоскостопие, вытягивайте, растягивайте пояснично-подвздошную мышцу, это у вас уйдет. Если есть продольное плоскостопие, тогда вам надо
растянуть заднюю поверхность голени. То есть камбаловидную, икроножную и заднюю большеберцовую мышцу. То есть весь комплекс задней поверхности бедра. И тогда у вас уйдет продольное плоскостопие. Вот. Но здесь немножко сложнее, потому что здесь надо понимать причины, почему вот эта задняя поверхность бедра укоротилась. И причиной является смещение веса вперед. Ну вот. То есть если я сместился вперед, то вот это приведет к укорочению задней поверхности бедра и к плоскостопию. И вот сейчас давайте я объясню это более подробно, как это происходит и почему. Для тех, кто специалист и кто будет смотреть весь курс целиком.